Привет-привет! Вы на канале Зеленый огород. С вами Елена. Многие наши подписчики уже спрашивали, куда это мы пропали. И очень редко что-то выставляем обзорное видео. Сегодня хочу начать обзорное видео. Буду снимать томаты, перец и в открытом грунте, и в закрытом грунте. Все, что у нас растет. Кто смотрит наш канал, знает, что у нас еще есть свой магазин семян, где мы реализуем семена томатов коллекционных и коллекционного перца. И сегодняшний обзор начинаю с сортов Софии Исааковой. Этот сорт называется ананасная клубника. Среднеспелый сорт, хотя я думаю, что он ближе к раннему. Очень тонкого строения. Лист средней длины и тоже очень тонкий, сильно рассеченный. Кисти довольно сложные. В каждой кисти до 6 штук плодов. И кисточки длинные. Вот это все одна кисть. И здесь вот 6 плодов, тоже одна кисть. Форма плодов ближе к сердцевидной. Но бывает и ближе к плоской. Бывает и плоско-округлая. В зависимости от погоды. Мы все знаем, что погода очень влияет на формирование плодов. И от этого они могут менять свою форму. Кисти формируются через 3 листа. Вот первая кисть. Вот здесь завязываться начала вторая кисть. Дальше отцвела третья и так дальше. Куст малооблиственный, много места не занимает. Такие растения можно высаживать 2 куста в одну лунку. На начало июля высота растения примерно 1,20 м, 1,30 м. Но к концу сезона дотянется до 1,80 м. При созревании я, конечно, тоже вам обязательно все покажу. Но это плоды биколоры. Мякоть двухцветная. Сорт огненное копье. У Софии приобретала 6-е поколение. Это у меня уже 7-е пошло поколение. Очень интересный сорт. Форма копьевидная, или можно сказать, вот знаете, как бутончики тюльпанов. Вот такой необычный. Форма очень красивая. Тончайшее строение. Лист длинный, сильно-сильно рассеченный. Кисти формируются через 3 листа. Кисти могут быть сложные, до 6-8 плодов. Вытягивается выше 2 метров. Уже завязал у меня вот первая, вторая, третья, вот 4-я кисть. И там уже пошла 5-я кисть. И точно так же на 2-м стебле. Точно так же хорошая завязываемость. И точно так же ведет себя 2-е растение. Высота на начало июля примерно 1,50 м. В дальнейшем это будут очень интересные плоды. Огненно-малиновые, с золотисто-оранжевыми штрихами. В технической спелости вот такие полосатики интересные. Также хочу напомнить, что все длинные сорта томатов склонны к вершинной гнили. У меня ее нет, но я дополнительно этому сорту давала кальциевые подкормки, помимо всех остальных, чтобы исключить это заболевание. Томат охровая рапсодия от Софии Исааковой. Это будут крупные сливы сердца, могут быть с небольшим антонапылением. Довольно тонкого строения. Лист длинный, простой, сильно рассеченный. Плоды формируют достаточно крупные. Заявлено до 200 граммов. Но я думаю, что вот это, может быть, даже уже будет и побольше чуть-чуть. Плоды формируются через 3 листа. Высота растения в начале июля примерно 1,50 м. Ну, вот такие вот довольно сложные кисточки. Главное, чтобы все плоды завязались. А то с такой погодой многие осыпаются. Сорт тюльпан султана от Софии Исааковой. Приобретала
5-е поколение, значит, у меня сейчас уже 6-е. Прекрасно завязывает плоды. Вот первая кисть. Через 3 листа 2-я кисть. 3-я кисть. Здесь уже отцвела 4-я. И точно так же ведет себя 2-е растение. Хорошая завязываемость. Форма ближе к сердцевидной. С вытянутыми, просто оттянутыми носиками. У некоторых вот такие они прямо длинные-длинные. Кисти сложные, длинные. Растение довольно мощное. Стебель крепкий и очень большие листья. Прямо крупные по сравнению с другими сортами. На начало июля высота растения небольшая, примерно 1,20 м. Это розово-плодный сорт. Кисти вот такие длинные, от 6 и до 10 плодов. Вот видите, я думаю, что все вот эти маленькие бусинки, которые тоже уже завязались, со временем вырастут. Отличный сорт. Высота растения примерно будет до 2 метров. Следующая новиночка от Софии Исааковой. Тайна галактики. Первые кисти. Вот тут у меня 2 растения высажены. И везде первые кисти начали созревать. Растение, ну, крепкое. Я не скажу, что оно очень мощное. Но достаточно крепкое. Лист сильно рассеченный. Длинный. Кисти очень и очень сложные. В технической спелости плоды салатного цвета с такими изумрудно-зелеными полосами. Приобретают в дальнейшем еще более темный цвет. Добавляется фиолетовый, синий. И в стадии спелости уже появляются и красный, и фиолетовый. В неполной спелости очень необычный цвет. Фиолетовый, и фуксия, и зеленый, и оттенки малинового. Ну просто что-то неописуемое. Вот здесь еще один поспевает плодик. Вот один я уже сняла. Я не знаю, сможет ли камера передать эти цвета, но это просто какая-то действительно фантастика. На начало июля высота растения примерно 1,50 м, 1,60 м. Ну вот такие формирует кисточки. К концу сезона растение будет выше 2 метров. Новинка селекции Софии Исааковой. Малахитовая органза. Очень крепкий куст. Стебли толстые. Кисти формируются через 3 листа. В кисти может быть от 3 и до 5 плодов. Но вот здесь первая кисточка 5 плодов. И еще даже 2 маленьких пуговички есть. Завязывает очень хорошо. Вот первая кисть, 2-я кисть. Здесь пошла 3-я кисть. Ну и так дальше. Растение завязывает неплохо. На начало июля высота растений примерно 1,20 м. Пока еще очень и очень маленькая. Высота к концу сезона 1,70 м, 1,80 м. Хочется еще отметить форму плодов. У Софии указано, что форма может быть разной. От плоско-округлой до пышных сердец. Но вот у меня томаты формируют только сердца, причем с очень пышными боками. Вот у меня 2 растения и совершенно одинаковая форма. В дальнейшем цвет будет бронзово-охровый с румяными щечками. Вес плодов заявлен от 300 до 800 граммов. Подождем, посмотрим, что вырастет у меня. Балтийский шоколад от Людмилы Кадзасовой. Сорт индетерминантный. К концу сезона вытягивается более 2 метров. На начало июля растение уже почти уперлось в потолок. Куст крепкий, но достаточно тонкого строения. Лист длинный, сильно-сильно рассеченный. Кисти простые, в которых формируется от 3 и до 5 плодов. Плоды
пышной сердцевидной формы, с очень интересным вытянутым носиком почти у всех плодов. Но у некоторых плодов более тупые носики. В лунку высадила 2 растения. И каждая повела в 2 стебля. Вот первая кисть завязалась, вторая на одном стебле, вот вторая кисть на другом стебле. И точно так же ведет себя другое растение. Первая кисть, вот вторая кисть, третья кисть. Листья очень-очень тонкие, сильно разреженные. И все томаты хорошо просвечиваются солнышком. Вес плодов от 150 до 350 граммов. Но в характеристиках пишут, что могут быть и больше. И на разрезе нас в дальнейшем ждет мякоть триколор. Очень молодой сорт. На рынке он появился только в прошлом сезоне. Клюв пеликана от селекционера Галины Карцевой. Это индетерминантное растение. На начало июля высота примерно 1,40 м, но к концу сезона вытянется более 2 метров. Растение очень стройное, лист не крупный, сильно рассеченный, очень хорошо просвечивается солнышком. На начало июля завязала по 2 кисти. Кисти простые, очень компактные, не заламываются. В каждой кисти от 4 до 5 плодов. Ну, надеюсь, что вот здесь, вот из этой бусинки тоже когда-то вырастет плод. Вот такие крепкие кисточки. Сорт кардинал на соломе полосатый от Софии Исааковой. Прошу не путать с сортом. Кардинал на соломе — это 2 абсолютно разных сорта. Представлен как высокорослый. На данный момент высота примерно 1,30 м. Очень тонкое строение, но просто тонкий и звонкий. Лист не длинный, достаточно короткий, сильно рассеченный. И чуть-чуть листья смотрят в сторону. Но при этом растение много места не занимает. Я формирую в 2 стебля. Вот один томатик начал уже созревать. На второй кисти завязались 3 плода. И здесь еще куча пуговок. Вот третья кисть завязывается. Все томаты практически сердцевидной формы с пышными боками. Могут быть признаки антоциана на плодах. Ну а встречаются и вот такие плоско-округлые. То есть все зависит от перепадов температур и влажности. Кисти и простые, и сложные. В каждой может быть от 3 до 6 штук. И в дальнейшем мякоть будет двухцветная. Сорт бронзовая клубника от Софии Исааковой. Я приобретала 6-е поколение, значит сейчас у меня растет 7-е поколение. Растение высокорослое, индетерминантное, очень крепкое. Обычно у Софии тонкие и звонкие растения, а это прямо вот такой крепыш. Стебель не очень толстый, но крепкий. Листьев очень много. Они прижаты все к стеблю, но все равно места занимает достаточно. Поэтому ему нужно выделить побольше места. Кисти завязывает простые, в которых от 4 и до 6 плодов. Плоды могут быть разной формы, плоско-округлые, сильно ребристые у плодоножки, а также встречаются сердцевидные плоды. Вот такие. Вот эти уже начинают чуть-чуть стремиться к созреванию, а когда они только формируются, то они просто матово-белесовые. Вот такая интересная у них расцветка. При созревании томатики будут бронзового цвета и будут просвечивать неяркие красные полосочки. А вот на разрезе мы встретим триколор. Вес томатов заявлен
от 200 до 300 граммов, но могут встречаться и крупнее. И хотелось бы еще отметить, что на растении формируются достаточно крупные цветы. Это не махровый цветок. Они все вот такие крупные. Новинка селекции от Софии Исааковой – пурпурная парча. У нее есть еще сорт изумрудная парча. Кстати, этот сорт есть в нашем магазине семян green-огород.ру. Форма тоже такая же, сердцевидная, очень красивая. Томаты будут пестрые. Но если изумрудная парча – это зеленоплодный томат, то у этого будет малиновая начиночка. Сорт среднеспелый, индетерминантный. В теплице на начало июля вытянулся примерно на 1,40 м. Кисти сложные, с длинными черешками, с признаками антоциана. В каждой кисти от 2, ну вот здесь пока только 2, хотя там много маленьких пуговичек, и до 10 плодов. Строение куста очень и очень тонкое, лист сильно рассеченный, растение много места не занимает. Ну вот такие формируют кисточки, какие-то простые, ну а некоторые посложнее. Средний вес плодов заявлен от 300 до 400 граммов. Ну, естественно, какие-то будут поменьше, но некоторые могут встретиться и покрупнее. Ждем, когда они созреют. Еще одна новиночка от Софии Исааковой. Называется вишневые полосы. Сорт индетерминантный, высокорослый, достаточно крепкий. Лист сильно рассеченный. Смотрит вниз, растение много места не занимает. На начало июля высота куста примерно 1,50 м. Кисти есть простые, есть сложные. Ну вот, например, на первой кисти завязалось всего лишь пока 2 плода, но пошли в рост и маленькие бусинки. И точно так же у другого растения тоже пошли уже в рост маленькие плодики. Так что я думаю, на кисти будет штук 8, наверное. Потом обязательно посчитаю. По растению заметно, что плоды развиваются неравномерно, постепенно. Сначала одни, потом другие. Поэтому довольно растянутое плодоношение. Ну а вот цвет этих плодов будет вишнево-охровый с зелеными полосками. Ну а на разрезе это будет просто калейдоскоп разных цветов. Нас ждет хороший, красивый триколор. И еще раз хочу показать тайну галактики. Именно так он представлен у Софии. Она его и придумала, этот сорт, вывела. Ну а в некоторых источниках, как я уже говорила, он может называться «Шоколадная тайна галактики». Ну и сегодняшний обзор я хочу завершить. Начало июля начали созревать первые томаты. С вами была Елена. Пока-пока.